Приветствую всех, дорогие друзья! На связи, как всегда, Недомайнер и моя скромная таверна. Сегодня в выпуске давайте посмотрим, как RTX 3090 не смогла выдать стабильные 60 кадров. Взглянем на Zen 3 под микроскопом и поговорим немного про Alder Lake. Обо всех самых актуальных новостях я расскажу вам прямо сейчас. Но перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И с вашего позволения я начну с мобильных процессоров AMD. Компания должна представить свои мобильные камни только в начале следующего года, но это никак не помешало ноутбуку Acer Aspire 5 появиться на витрине с процессором Ryzen 7 5700U. По слухам, линейка мобильных процессоров Ryzen 5000 будет представлена сразу двумя семействами, которые указаны в таблице. Один из них будет на новейшей архитектуре Zen 3, а другие на старой Zen 2. Так что будьте бдительны при выборе ноута, ведь Ryzen 7 5700U относится как раз таки к процессорам на Zen 2. А тем временем из лагеря видеокарт прилетели первые фото новой карты MSI. Уже в скором времени они выведут на рынок линейку Supreme, а флагманом, конечно же, станет модель RTX 3090 Supreme X. Ну а живыми снимками топового 3D-ускорителя накануне поделился один из пользователей Reddit. В ее оформлении преобладают черно-серые оттенки, а плата запитывается с помощью 3 разъемов 8 пин. Ну а китайские любители железа сделали чудо. Они сообщают об успешном запуске CPU Zen 3 на, казалось бы, несовместимых материнских платах. Один из пользователей китайского форума сумел подружить 12-ядерный Ryzen 9 5900X и материнку ASRock A320M HDV R4.0. Однако не уточняется, была ли использована версия UEFI, модифицированная собственноручно, или же прошивку с поддержкой Ryzen 5000 предоставила сама компания ASRock. Справедливо отметить, что материнские платы с логикой 300 серии официально несовместимы и с Ryzen 3000, однако это не помешало производителям выпустить версии UEFI с их поддержкой. Вполне возможно, что вендоры обеспечат работу процессоров Ryzen 5000 как минимум на некоторых изделиях A320, B350 и X370, выпустив бета-версии прошивок. Во всяком случае, энтузиасты наверняка найдут способ завести чипы Zen 3 на старых модплатах, пусть и с некоторыми ограничениями. Ну а портал Gamers Nexus протестировал Ryzen 5000 с 2 и 4 планками оперативной памяти. В 6 протестированных играх прирост среднего FPS от использования 4 модулей DDR4 3200 CL14 составил от 2 до 9%. А в 3 из 7 тестов конфигурация с модулями DDR4 3200 CL14 опередила другие варианты с DDR4 3600 CL16 и DDR4 3800 CL18. Таким образом, кроме подбора частоты и таймингов для владельцев процессоров Ryzen, важно учитывать и количество модулей памяти. Это поможет получить дополнительный прирост производительности, который позволит 6-ядерному процессору Ryzen 5 5600X сравняться с 10-ядерной моделью конкурента в играх. Но в настоящий момент, как мы знаем, самой быстрой игровой видеокартой является RTX 3090 производства NVIDIA. По некоторым сведениям, Radeon RX 6900 XT окажется мощнее, но пока это только слухи, да и данной видеокарты пока нет в продаже. Поэтому будем исходить из того, что можно купить, пусть и за очень большие деньги. Как вы помните, ребята из NVIDIA еще пару месяцев назад уверяли, что RTX 3090 это карта для энтузиастов, которые хотят попробовать гейминг в разрешении 8К. Якобы она еще долго будет обеспечивать вам стабильные 60 FPS в разрешении 4К. А ведь многие из нас действительно в это поверили. И, судя по всему, очень зря. Ведь сегодня в сети появились результаты работы новой RTX 3090 в еще не вышедшей игре Assassin's Creed Valhalla. Энтузиасты, которым удалось получить в руки обе составляющих, не стали себя ограничивать средними настройками и запустили игру на ультрах в 4К. Как оказалось, среднее количество кадров при таких условиях составило всего 56 FPS. Это, конечно, близко к 60 кадрам, но ведь мы ждали, что новый флагман будет тащить новые игры не меньше, чем на 100 FPS. Что до минимальных значений, то в некоторых ситуациях проседания доходят до 40 кадров в секунду. И это, хочу напомнить, NVIDIA GeForce RTX 3090. Ну а пока все переходят на SSD, жесткие диски продолжают выпускаться. Жесткие диски емкостью 20 терабайт уже поставляет компания Western Digital, а через месяц начнет поставлять и Seagate. Первая для увеличения плотности записи использует черепичную запись SMR, а вторая будет использовать технологию Hammer с локальным разогревом магнитных пластин. Но выпустить HDD большей емкости компании смогут только в случае, если будут использовать стеклянные пластины, считает производитель самих блинов. Они уверены, что 22 и 24 терабайтные жесткие диски, которые ожидаются на рынке в 2022 году, можно будет выпустить только в двух случаях. Во-первых, число пластин должно быть увеличено до 10 и более штук.
А во-вторых, существенно увеличить плотность записи можно только за счет технологии Hammer, вспомогательного нагрева участка записи для преодоления силы магнитной поверхности диска. И вот тут-то компания Hoya раскрывается во всей красе. Пока ее главный конкурент Showa Denko делает ставку на алюминиевые пластины, Hoya развивает производство стеклянных пластин. Только стекло позволит выпускать более тонкие и прочные пластины, чтобы в пакет жесткого диска можно было установить 10, 11 и 12 магнитных пластин, а может даже и больше. Что касается технологии Hammer, то стекло без появления дефектов сможет выдержать локальный нагрев до 700 градусов по Цельсию, тогда как термостойкость алюминия ограничена отметкой 200 градусов. Так что наращивать емкость жестких дисков свыше 20 терабайт можно только на стекле, и это уже включено в производственные планы всех заинтересованных сторон. А вот один из энтузиастов вскрыл процессор Ryzen 5 5600X и решил посмотреть на него в микроскоп. Увы, при снятии крышки с процессора кристалл с вычислительными ядрами частично разрушился, так как его прочное сцепление с крышкой процессора обеспечивает припой. Тем не менее, рассмотреть структуру кристалла в нужных местах автору эксперимента удалось. Но автор темы на страницах Reddit снабдил полученные изображения кристаллов Zen 3 собственными графическими и текстовыми аннотациями. По данным самой AMD, площадь кристалла с вычислительными ядрами при переходе от Zen 2 к Zen 3 выросла на 9%. Удельная производительность в пересчете на площадь кристалла, по данным независимых исследований, выросла примерно на 10%. И по сути AMD удалось поднять быстродействие своих процессоров без существенного роста затрат на изготовление соответствующих чиплетов. И это говорит об эффективности проделанной инженерами работы. Ну а про процессоры Alder Lake становится известно все больше и больше. Если кто не знает, то в начале следующего года выйдут процессоры Tiger Lake, а вот следующими процессорами Intel будут именно Alder Lake, которые по информации инсайдеров станут доступны не ранее начала 2022 года. Уже предполагается, что рост показателя IPC для семейства Alder Lake составит от 35 до 50% по сравнению с архитектурой Skylake. Давно не секрет, что главной инновацией Alder Lake станет гибридная технология, объединяющая большие и малые ядра в одном кристалле. Ядра Golden Cove будут поддерживать многопоточность, поэтому старшие процессоры Core i9 получат интересную конфигурацию 8 ядер 16 потоков плюс еще 8, что позволит обрабатывать 24 потока одновременно. Кроме того, платформа LGA 1700 вполне вероятно получит поддержку памяти нового стандарта DDR5 и шины PCI-Express 5.0, в дополнение к следующей версии протокола Thunderbolt. Хотя наиболее правдоподобен вариант с одновременной поддержкой памяти DDR4 и DDR5, а все процессоры Alder Lake будут выпущены по техпроцессу 10 нанометров. А вот интернет-источники сообщают о том, что все ведущие разработчики процессоров для смартфонов будут использовать трехкластерную архитектуру во флагманских изделиях следующего поколения. Речь идет о компоновке 1+3+4, то есть 8 вычислительных ядер будут разделены на 3 блока. Это наиболее производительный узел с одним ядром, кластер средней мощности с 3 ядрами и энергоэффективная связка с 4 ядрами. Причем абсолютно все топовые производители придерживаются такого распределения ядер, и скорее всего это станет стандартом на ближайшее будущее. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!